Коничуа! Итак, вы на канале Hack and Trip, зовут меня Руслан, снимает меня Юля, и мы обожаем Японию, но также мы обожаем и походы. Так что, когда мы планировали свою первую поездку в Японию, то решили объединить эти две вещи, то есть туристическую поездку и, собственно, поход, пусть даже и короткий. Мы детально изучили информацию об известном маршруте в Японии Кумано-Кодо, выбрали, по какой именно части мы пойдем, а именно Коэчи, и успешно ее прошли. Кстати, если вы еще не видели, у нас есть целый большой документальный фильм про эту тропу, и посмотрите обязательно, потому что видео просто фантастическое, одно из наших самых любимых. В этом путеводителе мы поделимся всей необходимой информацией, чтобы подготовить вас к маршруту, и дадим важные замечания, чтобы все прошло по плану. Кумано-Кодо – сеть троп, которыми паломники ходили к священным местам полуострова Кии на протяжении более 1000 лет. На Кахечи, например, это относительно более известный и обустроенный маршрут с явными тропами и более частыми остановками. Кахечи выделяется среди них тем, что он более аскетичен и исторически самый короткий путь от буддийского центра Кайсан до региона Кумано. Всего около 65 километров, но при этом он более горный и сложный, чем другие. Тропа проходит через 4 перевала с набором высоты в 700 тысяч метров, а идти придется по 6-9 часов. И поэтому для тропы нужна какая-никакая физическая подготовка. Северная часть маршрута достаточно удаленная, с ограниченным доступом транспорта и инфраструктуры, что делает маршрут подходящим скорее для более опытных пеших путешественников, чем для первых шагов в подобной многодневке. Однако, если вы хорошо физически подготовленный человек, то даже знаний из нашего путеводителя должно быть достаточно для успешного прохождения. Если вы уже опытный походник, то, наверное, наш рассказ про снаряжение ничего нового вам особо не даст. Но кроме той информации, что не нужно будет с собой брать палатку, спальники и прочие кухонные принадлежности. А если вы начинающие, то я, пожалуй, пробегусь по некоторым важным пунктам. Итак, начнем с обуви. Тут главное никаких городских кроссовок. Вот только трекинговые или трейл-раннинговые с нормальной цепкой подошвой. Мы ходим именно в таких кроссовках, но для надежности и безопасности новичкам обычно рекомендуют брать трекинговые ботинки. Главное их разносить заранее, а то будете страдать от мозолей потом. Момент про одежду. Одежда должна быть из синтетики, никаких хлопковых маек, потому что она должна быстро сохнуть и хорошо отводить влагу. И пусть даже у вашей майки классный рисунок, никакого хлопка, вы больше будете мучиться. Ну и обязательно возьмите дождевик. С зонтиком будет не очень удобно, а вот дождевик идеальное решение, потому что погода может довольно быстро меняться. Трекинговые палки, конечно, не супер обязательные, но очень помогают снимать нагрузку с колен, так что мы рекомендуем. Мы, кстати, для большего погружения раздобыли деревянные паломнические палки в Кайсане. Там их многие оставляют у храмов. И вот, кстати, совет: не нужно набивать свой рюкзак кучей вещей, просто потому что раз вы не несете палатку, то можете это сделать. Ну, знаете, вот эти вещи на всякий случай, а вдруг пригодится. Вот берите только одежду трекинговую, и я даже больше скажу, вам, скорее всего, не понадобится смена одежды для гостиницы. А вот почему, я как раз объясню позже. Многие на тропе покупают колокольчики. В теории они призваны предупреждать медведей и другую живность, что приближается человек. Но они скорее имеют больше психологический эффект. Хотя, как минимум, это прикольный аксессуар. Но встретить медведя на тропе Кумано-Кодо вполне реально. Их популяция растет, но все же они обычно избегают людей, и шанс встретить их довольно низок. В отличие от других тварей. Ведь регион Кии гористый и богат на диких обитателей. В лесах иногда встречаются змеи, включая виды вроде мамуши, которые считаются ядовитыми и активны летом. Их стоило бы избегать, не приближаясь к скрытым участкам травы. Также в сезон можно столкнуться с азиатскими шершнями – суцумэ-баши, которых лучше обходить стороной. У
укус таких насекомых может быть очень болезненным и опасным без своевременной помощи. Особенно они лютуют осенью. Начало тропы Кахечи начинается в Кайсане, месте огромного значения для японского буддизма. Сюда можно добраться из крупных городов Японии через сеть поездов и автобусов. Если использовать общественный транспорт, вам нужно сначала доехать до станции Гоккуракубаши, затем воспользоваться фуникулером, который за 5 минут домчит вас прямиком к автобусу, который, скорее всего, будет уже вас ждать. Так вы доедете до центра Кайсана. Кстати, советуем выделить денек на осмотр местных достопримечательностей. Нам там очень понравилось. Много храмов, мистическое кладбище с высоченными криптомериями и кипарисами. Может, даже получится увидеть какой-нибудь ритуал монахов. Короче, очень там душевно и как-то по-японскому. В местном туристическом центре можно получить удостоверение паломника, куда вы сможете ставить штампы, проходя маршрут. Конечно, это не обязательное условие, но согласитесь, гораздо интереснее путешествовать, имея еще какую-то цель. К тому же паспорт паломника – уникальная вещь на память. Свой первый штамп проще всего поставить в центре Кайсана, туристическом центре Шикобо. Позже вы сможете ставить штампы в специальных местах, храмах и в небольших гостиницах, где будете останавливаться. Минсику. На Кахечи нет большого количества гостиниц, как на обычных туристических тропах. Основным типом ночевки являются минсику – семейные гостевые дома, где вас принимают на ночь и кормят традиционными ужинами и завтраками. Честно говоря, я бы прошел Кумано-Кудо еще раз, чтобы просто вкусно поесть. Потому что это настоящий пир из множеств блюд, а не какая-то одиночная тарелка рамена или тонкацу. Но тут очень важно заранее бронировать все ночевки через официальную систему Kumano Travel, потому что это не только гарантирует место, но и позволяет организаторам знать, где вы находитесь на каждом этапе для вашей же безопасности. Регистрация – это вам не букинг. Суровый японский веб-интерфейс постоянно будет совать палки в колеса. Например, вы скорее всего получите предупреждение, что функция бронирования в данный момент не работает. Поэтому вам придется бронировать во временное окошко строго по японскому времени с 9 до 15, что совсем не очевидно. На тропе и в Минсику с английским у местных не очень. Очень редко кто на нем говорит. Но всегда можно воспользоваться Google переводчиком. Это в чем-то даже интересный опыт. Вот все конкретные Минсику, в которых мы останавливались, перечислять не будем. Вы все прекрасно увидите в нашем большом видео про Кумано-Кудо, но это в принципе и не нужно. То есть просто изучайте отзывы где-то в интернете, ищите, что говорят и пишут люди про конкретный Минсику, и выбирайте либо тот, который ближе к тропе, либо по отзывам. Помните, я упоминал, что вам не понадобится одежда, в которой нужно будет переодеваться в гостинице. Обычно в каждом Минсику вам предоставят юкаты, что-то типа халатов. Очень удобная штука. Упомяну еще один приятный бонус, предоставляемый в Минсику – бенто. Утром после завтрака вы можете купить ланчбокс себе на обед. Вдоль Кахечи магазины встречаются редко, особенно в северной части пути, поэтому бенто это не только удобно, но и экономит время. Представьте, усталые поднялись на перевал, открыли бенто и изучаешь потом, что там тебе сегодня положили вкусного. Советуем, кстати, взять и термос, лучшее вложение денег. Теперь представим, что вы наконец на тропе. Первый вопрос. Насколько хорошо размеченная тропа на пути к Кахечи? Разметка, конечно, присутствует, тропу поддерживают, но, честно говоря, могло бы быть и лучше. Иногда знак может не то чтобы отсутствовать, он просто незаметен в густой растительности. Таким образом, на всякий случай регулярные сверки с навигатором будут совсем не лишними. Благо интернет работает без проблем. И кстати, для интернета советую заказать заранее eSIM, это электронная сим-карта, к примеру, на сайте Jetpack. Мы пользовались этим несколько раз, в общем-то, нас полностью все устраивает. Также в информационном центре попросите брошюру с картой маршрута. Она не супер детальная, но там масса справочной информации. Фото, где нужно свернуть,
какие-то отметки по пути, мы часто туда заглядывали, чтобы понять, что там впереди. Дадим вам также один ценный лайфхак. По маршруту вам встретится несколько участков, которые можно проехать на автобусе. И это даже лучше сделать, так как все равно придется тащиться по асфальту. Так что сэкономите силы и дольше отдохнете в Минсику. В Минсику Ямамото, например, вообще могут подвезти, если им позвонить с остановки, так как гестхаус находится в стороне от маршрута. Но там у нас была своя история. Автобусом вы можете воспользоваться на третий день на участке Миюрагучи-Тоцкава-Онсен. Остановка называется Нисинака. Также на финальном этапе на автобусе вы можете проехать от остановки Якио, но не езжайте до самого города, а выходите на остановке Хираева. Так вы не пропустите отличную живописную тропу, ведущую через обзорную площадку на Кумано-Хонгу. Но с расписанием автобусов все сложно. Мы его вообще не знали, нам подсказывали путники на тропе. Возможно, что-то знают и в самих Минсику. Но мы таки нашли информацию все на том же сайте Кумано-Кодо. А вот станцию Нишинака на другом непонятном сайте смогли найти только по иероглифам. Но в этом расписании мы не уверены. Так что, как видите, вот как все удобно. Настало время вас немножко мотивировать, потому что я понимаю, что довольно сложно выделить время для какого-то похода в какую-то глухомань, когда вы едете в Японию, и у вас вот огромный план мест, которые нужно посмотреть. Осака, Токио, Киото, и тут еще какой-то поход. К тому же нужно с собой еще нести куча дополнительной фигни, там кроссовки еще одни, дождевик, рюкзак. Я понимаю, что это довольно напряжно. Почему же все-таки стоит заморочиться и сходить по какому-нибудь маршруту Кумано-Кодо? Я скажу так. Вот во всей поездке по Японии наш поход запомнился нам больше всего. Своей едой, неповторимой природой, какой-то мистической атмосферой, когда так и ждешь, что из-за какого-нибудь поворота возникнет где-то в тенях йокай. И также это отличный способ побывать в тех местах, куда вы вряд ли поедете сами. Вот просто так в рамках обычной туристической поездки. Например, тот же Каэсан. Понимаете, такая вещь, что поход заставляет вас переживать момент здесь и сейчас. Вот как бы сказал ИИ, заставляет вас замедлиться. Вот как бы банально это ни звучало. И вы начинаете больше видеть вокруг, замечать какие-то интересные детали, чувствовать больше эмоций. В обычной поездке это совершенно не так, ведь из-за постоянной какой-то суеты и спешки ваше восприятие начинает замыливаться. Надеемся, что вы все-таки сходите на Кахечи и наш путеводитель вам пригодится. А чтобы не упустить подобные видео, жми на колокол. Так что увидимся и до новых троп.